Уважаемые друзья, всем доброго дня! Вчера я опубликовал VR Trade панель, опубликовал ее обновление спустя 8, там почти 9 лет. Сейчас эта торговая панель раздается абсолютно бесплатно, потому что люди ждали 8 лет обновления. Сейчас еще есть возможность эту торговую панель скачать. Также я вчера опубликовал видео описания этой торговой панели, и было очень много просмотров и очень много вопросов было. И самый популярный вопрос: как установить эту торговую панель. Вот так вот, к сожалению, как-то так. Люди приходят на финансовые рынки торговать, но не могут сделать таких элементарных вещей. Поэтому в этом видео я сейчас покажу, как установить без напряга гарантированно торговую панель бесплатно в свой терминал MetaTrader 5, MetaTrader 4. Вот, и вы получите гарантированную инструкцию, как это все дело должно работать. Итак, себя я отключаю и открываю терминал. У меня есть подготовленный. Смотрите, первое, что нужно учесть. Обязательно нужно в терминале авторизоваться и указать данные от маркета MQL5. Если у вас есть эти данные, введите и нажмите вход. Если вы не зарегистрированы в маркете MQL5, то нужно зарегистрироваться, вот создать аккаунт и потом зайти под своим аккаунтом в терминале MetaTrader 4 или же MetaTrader 5, в зависимости от того, какой терминал вы используете. Если вы этого не сделаете, у вас загрузить не получится, вас все равно попросят авторизоваться и подключиться к своему аккаунту в маркете MQL. Итак, дальше. Сейчас я открою другой терминал, где у меня уже есть эта авторизация. Далее, что мы делаем? В терминале MetaTrader 5 слева в навигаторе, если у вас навигатор не видно, вот его через вид, дальше навигатор, вы его включаете, чтобы было видно вот это вот окошко. В этом окне идем в раздел Market, и в маркете мы выбираем утилиты. То есть переходим на утилиты. Вот у вас открывается такой вот маркет, где показаны различные утилитки. Можно полазить, посмотреть что-то себе интересное. И вот здесь проверяем, чтобы было утилиты. И вот здесь вот вводим VR Trade. В принципе, этого достаточно. И вот она, VR Trade панель. Логотип в будущем должен будет измениться, потому что мне не особо нравится вот текущий логотип, я его буду менять. Поэтому самое главное, проверяйте, чтобы было написано VR Trade панель или VR Trade панель MT5. Нажимаем скачать. Открывается описание торговой панели полностью. Рекомендую почитать. Тут же есть скриншоты. Вообще я оставил GIF изображения движущиеся. Но в MetaTrader 4 и 5 они не движутся. Просто вот такая вот вещь происходит. Они замерли. VR Trade. Нажимаем. Есть кнопка скачать. Нажимаем эту кнопку скачать. И вот справа вверху появляется ползунок. Все, торговая панель загрузилась в терминал MetaTrader 5 и попала в раздел «Советники», каталог «Маркет», VR Trade панель. Теперь маркет можно закрыть и торговую панель переместить на график. Обратите внимание, чтобы торговая панель торговала, надо поставить галочку «Разрешить алгоритмическую торговлю». Нажимаем ОК. Кнопка «Алготрейдинг» тоже должна быть включена. Только так торговая панель сможет отправлять торговые приказы. Проверяем. Открываю лот 0.2. Открылась позиция. Я кликнул по окну, оно закрылось. Take профиты. Стоп-лоссы все ставят, все работает. Видите, буквально тут я даже минуты не потратил, чтобы ее скачать. Таким образом вы можете скачивать абсолютно любые другие приложения. Так, теперь перейдем к терминалу MetaTrader 4. Про MetaTrader 5 я все рассказал. Здесь в принципе проблем с маркетом не бывает. А вот в четверке с терминала MetaTrader 4 все-таки проблемы бывают. И я вам сейчас расскажу про эти проблемы, в случае чего, как их решить. В MetaTrader 4 также навигатор. Если не видно вид навигатор, отображается вот это окошко. Далее, в MetaTrader 4 вы тоже должны быть обязательно авторизованы в своем аккаунте MQL5. И в MetaTrader 4 внизу есть вкладка Market. Нажимаете на нее, открывается Market.
И вот здесь у некоторых пользователей частенько бывает, что маркет либо долго загружается, либо вешает терминал, либо вообще терминал вываливается. Я вам сейчас расскажу решение, как это все исправляется. Далее переходите в раздел «Утилиты» и справа в поиске вводите точно так же VR Trade. Ага, я и не то. Trade. И вот она появляется слева. Нажимаем на нее. Тут две кнопки «Скачать» под логотипом и справа вверху. Нажимаем кнопку «Скачать». Панель, вот она, ползунок справа показывает, что загружается. И обратите внимание, в навигаторе, точно так же, как в MetaTrader 5, раздел «Советники», подраздел «Маркет» появляется торговая панель. Ее достаточно просто перетащить на график. Обратите внимание, вкладка «Общие», разрешить советнику торговать, галочка обязательно должна стоять, иначе торговая панель не сможет отправлять торговых приказов. И кнопка «Автоторговля» тоже должна быть включена. Зачем такое вот сделано? Я думаю, у вас появился вопрос, зачем вот эти вот галочки? Вот конкретно вот эта галочка разрешает торговать конкретно этому эксперту. А верхняя автоторговля разрешает всем экспертам торговать либо не торговать, в зависимости от того, стоит у них галочка в настройках или нет. То есть это такое удобство. Вам надо эту торговую панель отключить от торговли. Вы ее отключили, но другие торговые алгоритмы работают. А если надо отключить все торговые алгоритмы, то вы автоторговлю отжимаете и все, и не работает. Вот, здесь тоже торговая панель, она абсолютно одинаковая с MetaTrader 5. Единственное, что в MetaTrader 4 нельзя луч делать влево, только вправо. Это архитектура MetaTrader 4, извините, он по-другому не умеет. Все работает точно так же. Теперь, в случае, если у вас маркет зависает, глючит, терминал падает, происходят какие-то непонятные вещи, у вас не получается, не удается скачать эту торговую панель в MetaTrader 4, делаем следующее. Файл, открыть каталог данных, открывается папочка с данными MetaTrader 4. Затем переходим на папочку выше, стрелочка вверх. У меня Windows 11, у меня вот есть такая стрелочка. И переходим вверх. Но поскольку у меня специальная версия терминала MetaTrader Portable, то просто так и наверх у меня не получится перейти. И когда вы перейдете наверх, вы попадете вот в такую папку, где будет вот много таких непонятных папок. И вот в этой папке нужно удалить папку Community. Это вот папка, которая содержит данные маркета. Когда вы ее удалите, перезагрузите терминал MetaTrader 4, он заново все прокачает и уже сделает это без ошибок. То есть, смотрите, если у вас, допустим, стрелочки вверх нету, обычно это путь, там users, название компьютера, app data, roaming, MetaQuotes, терминал. То есть вот примерно вот по такому пути находится эта папка Community. Вы ее удаляете. Давайте я, наверное, это сейчас сделаю, чтобы вам продемонстрировать. Удаляем эту папку. Интересно, с аккаунта меня выкинет MetaTrader 4 или нет. Запускаю заново MetaTrader. Ну, как будто я его перезагрузил. Вот он перезагрузился. Вкладка Market. Видите, вот он думает, вот он подвис. Я вошел в свой аккаунт, в своем аккаунте, но вот он думает. Это нормально для MetaTrader 4. Вот он прогружает приложение. Вводим VR Trade панель. Вот она, VR Trade панель. И видите, кнопка «Открыть», потому что она уже есть у меня во вкладке Market. В некоторых ситуациях, чтобы решить проблему, надо удалить VR Trade панель из терминала MetaTrader и заново скачать. Тогда решаются проблемы с устройствами. Копировать с компьютера на компьютер приложение не получится, не будет работать. К аккаунту, что в маркете MQL5, что на моем сайте, привязка идет именно компьютера, а не терминала.
Торговую панель в пределах одного компьютера можно использовать на разных брокерах, хоть на всех, на разном количестве торговых счетов, хоть на миллион торговых счетов. Ограничений никаких абсолютно нет. Ограничения есть только на количество компьютеров. Вы не можете торговую панель установить больше, чем на 20 компьютеров. Такое вот есть ограничение. Уважаемые друзья, на текущий момент эта панель раздается бесплатно. Еще есть время, можете успеть скачать бесплатно и получать в будущем все обновления, техническую поддержку, полностью все бесплатно. Поэтому не теряйте времени. Бесплатная раздача, она будет несколько дней. Я не могу вам сказать, сколько точно, потому что обычно люди потом перекладывают на последний день забывают, а потом начинают мне написывать: я не успел, дай мне бесплатно. Поэтому хотите, надо вам такая торговая панель, что она из себя представляет, можете посмотреть в предыдущем видео, я ссылку оставлю под этим видео, и пользоваться бесплатно. Вот, так, следующий еще последний момент. По данной торговой панели я выложил минимум, с которого можно начать. Архитектура торговой панели построена таким образом, что ее можно даже перевести на любой язык. Это для того, чтобы вы понимали, насколько серьезно я вложился в код и сделал серьезную архитектуру. И сейчас выложен минимум, то есть сейчас трейдеры могут торговать, устанавливать уровни под наклоном, стоп-лоссы, тейк-профиты, ставить виртуальные, делать реальные, ставить их там несколько штук друг за другом, там в разных позициях. Все это описано во вчерашнем видео. Вот, то есть основа торговли. И единственный инструмент, который я добавил, это вот информация об инструменте. А дальше я не только буду обновлять, оптимизировать, улучшать код торговой панели, но и буду добавлять массу интересных, уникальных инструментов для трейдинга. Линейки, индикаторы, математические расчеты, калькуляторы. Все это будет реализовано. Планы огромные, планы колоссальные. Все это будет делаться и будет делаться от дня ко дню, от недели к неделе. Обновления будут выходить. Поэтому, если вы хотите отследить и знать, быть в курсе, подписываемся на канал. И отследить еще все это можно будет на моем форуме. В Телеграме я закрыл эти темы, потому что все сообщения, предложения в Телеге улетают далеко вверх, потом их не найти, ничего с ними не сделать. Поэтому мною было решение принято, я организовал небольшой форум, где можно прийти, forum.tradinggol.ru. В самом низу русская секция, тут есть и английская, можете почитать, что просят товарищи из-за рубежа, но пока там ничего толком нету. И вот тут есть раздел VR Trade Panel, в котором есть общая информация, инструкции, справки, как установить, как сделать перевод панели на другой язык. И информация об обновлениях здесь тоже есть. Потом вы можете сделать свое предложение, то есть что вам нужно, чего не хватает в торговой панели, и я вам дам ответ. Да, я это сделаю, или сделаю это лучше, или не буду делать. Такое тоже может быть, потому что интегрировать карты Таро в торговую панель не всегда имеет смысл. И сообщите о каких-то ошибках, которые вы обнаружили, опечатки, все что угодно, тоже можно здесь об этом сообщить. В общем, уважаемые друзья, благодарю вас за просмотр. Скачаете, не будете сейчас пользоваться этой торговой панелью, возможно в будущем она вам понадобится. От того, что вы ее сейчас бесплатно скачаете, ничего не произойдет, вы ни копейки не потратите. Но скачав ее сейчас бесплатно, в будущем, когда она будет платная, вы сможете ее обновлять и пользоваться бесплатно. Возможно, сейчас многие из вас и не понимают, и нафиг она мне нужна. А через 2-3 дня, когда вы найдете какую-то стратегию или больше узнаете о трейдинге, вы вспомните, что вот была такая торговая панель, и вот здесь бы она мне классно подошла. Пойду ее скачаю, она была бесплатная, а она уже бесплатной не будет. Все. Благодарю вас за внимание. Берегите себя и своих близких. Будет еще классно, если вы в маркете будете оставлять отзывы по торговой панели. Мне будет очень приятно почитать, посмотреть.